Здравствуйте, друзья! Мы, команда музея-заповедника Царицына, хотим познакомить вас с музейной азбукой. Сегодня мы с вами попытаемся разобрать, что такое музей и что такое музей-заповедник. Музей – это слово возникло в Древней Греции. Давным-давно на берегах Средиземного моря жили древние греки, и они верили, что миром управляют боги. В честь богов древние греки возводили величественные и прекрасные здания – храмы. Главным среди богов они почитали Зевса, бога грома и молнии. У Зевса и богини памяти Мнемозины было 9 дочерей. Их называли музами. Музы помогали процветать различным искусствам. В честь муз греки строили особые храмы – музеоны. Разрушить или ограбить такой храм у греков считалось самым страшным преступлением. Человека, совершившего такого преступления, сбрасывали в море с самой высокой скалы. Поэтому жители древнегреческих городов считали такие храмы-музеоны самыми надежными хранилищами и отдавали на хранение в эти храмы все самое лучшее – произведения искусства, драгоценности, деньги. Шли тысячелетия. И древнегреческий храм превратился в такой музей, каким мы его знаем сегодня. Музей – это дом, где собирают, сохраняют, изучают и показывают посетителям музея предметы, представляющие культурную, научную и историческую ценность. В зависимости от экспонатов музеи бывают художественные, исторические, архитектурные, литературные. И также музеи бывают, естественно, научные, которые рассказывают о природе, живой и неживой. Есть музеи, которые говорят о человеке, о его бытии и о его творчестве. Давайте заглянем в некоторые из названных музеев. Исторический музей хранит память о прошлых событиях. В историческом музее представлены предметы, которые рассказывают о жизни людей в прошлом. Их одежда, посуда, документы и другие предметы. А в архитектурном музее хранятся чертежи, рисунки, планы, макеты зданий, которые создавались известными архитекторами. Но музеем может стать и какое-то прекрасное здание, например, удивительный храм или дворец. В художественных музеях хранятся произведения изобразительного искусства, живопись, картины, гравюры и скульптуры, созданные великими мастерами прошлого и настоящего. А в литературных музеях рассказывают о жизни и творчестве писателей. А бывают еще особые музеи. Это музеи-заповедники. Что же такое музей-заповедник? Сегодня мы с вами разбирали, что такое музей. И давайте попробуем представить, что такое заповедник. Изначально понятие «заповедник» относилось только к природным объектам, а с XV века заповедником называли леса, которые заповедовалось, то есть запрещалось вырубать. И сегодня есть заповедники с богатым животным и растительным миром. Чтобы сохранить сказочный мир, человеку запрещено здесь вести какую-либо хозяйственную деятельность, строить дома, пахать землю, осушать водоемы, устраивать пикники, рубить деревья, собирать грибы и ягоды. Такая территория охраняется государством особенно. И вот теперь соединим эти два понятия – музей и заповедник. Музей-заповедник – это музей, в котором помимо экспозиции входят архитектурные, исторические и природные памятники. К ним относится и музей-заповедник Царицына. Название нашего музея непростое. В нем соединяются 4 разных музея. И попробуйте отгадать, какие они. Ваша задача – расставить слова, а я вам помогу. В музее-заповеднике Царицына хранится память о прошлом. Например, о приезде императрицы Екатерины Великой. В конце XVIII века она посетила местечко «Черная грязь». И благодаря этому событию именно здесь появляется усадьба Царицына. А
еще некоторые экспонаты наши не помещаются в витринные, ведь это дворцы, павильоны, мосты. В нашем музее представлены чертежи, планы и макеты. В нашем музее хранятся предметы изобразительного искусства – живопись, гравюры и скульптуры. А еще мы очень бережно заботимся о нашей природной территории – парке, растениях, прудах. Важной задачей музея является сберечь ландшафт. И если вы правильно расставили все слова, то у вас должно получиться государственный, историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник Царицына. Молодцы! Теперь вы знаете, что такое музей-заповедник. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!